Польза и вред яблочного уксуса. Используют ли яблочный уксус в медицине? Да, яблочный уксус широко используется в медицине. Его применяют для лечения ряда заболеваний и состояний. Регулирование уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом. Снижение уровня холестерина и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение пищеварения и снижение отрыжки. Повышение иммунитета и защита от вирусных инфекций. Снятие воспаления и боли при заболеваниях суставов. Улучшение состояния кожи и волос. Однако перед использованием яблочного уксуса в медицинских целях необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов и осложнений. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. Правда ли, что яблочный уксус помогает избавиться от лишнего веса? Действительно, некоторые исследования показывают, что употребление яблочного уксуса может помочь снизить вес. Яблочный уксус способствует ускорению метаболизма, снижению аппетита, улучшению пищеварения и снижению уровня сахара в крови. Однако, он не является панацеей и должен приниматься в сочетании с здоровым образом жизни, включая здоровое питание и физическую активность. Конечное решение о том, использовать ли яблочный уксус для похудения, должно приниматься после консультации с врачом или диетологом. Как пить яблочный уксус для похудения? Существует несколько способов употребления яблочного уксуса для похудения: растворить 1-2 столовые ложки яблочного уксуса в стакане воды и пить перед едой. Это поможет ускорить обмен веществ и поощрить снижение веса. Добавлять яблочный уксус в салаты или другие блюда в качестве заправки. Принимать яблочный уксус в виде капсул, которые можно купить в аптеках или онлайн-магазинах. Напоминаем, что перед началом употребления яблочного уксуса с целью похудения, следует проконсультироваться со специалистом, так как уксус может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами. В каком виде употреблять яблочный уксус? Яблочный уксус можно использовать как в пищевых целях, так и в бытовом хозяйстве. В пищевых целях, как заправка для салатов и маринадов. Для добавления в соусы и маринады. Как ингредиент для консервирования овощей и фруктов. Для улучшения вкуса и аромата домашних блюд. В качестве альтернативы уксусу при дегустации. В бытовом хозяйстве, как натуральное средство для очистки поверхностей, сантехники и посуды. Для приготовления средства для ухода за волосами и кожей. Для устранения неприятного запаха в помещениях. Предупреждение: не следует употреблять яблочный уксус в больших количествах, так как это может быть вредно для здоровья. Перед применением в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом. Специалист определит наличие показаний и противопоказаний и поможет подобрать индивидуальную схему лечения. Кому не рекомендуется использовать яблочный уксус? Яблочный уксус не рекомендуется людям с острой формой гастрита, язвенными заболеваниями желудка, повышенной кислотностью желудочного сока и аллергией на яблоки. Также его следует избегать при повреждениях слизистой оболочки полости рта. Уксусная кислота сильно портит эмаль зубов, поэтому нежелательно применять этот продукт в качестве отбеливающего средства. Принимать яблочный уксус желательно через трубочку, чтобы минимизировать прямой контакт с зубами. Категорически запрещается употреблять продукт натощак, иначе можно повредить слизистую оболочку желудка. Яблочный уксус отличается выраженным мочегонным эффектом, то есть усиливает нагрузку на почки. Он противопоказан людям с заболеваниями этого парного органа. Не рекомендуется использовать продукт при гепатите. При этом группа и степень патологии значения не имеют. Нельзя употреблять яблочный уксус при циррозе печени. Важно учитывать, что продукт может вступить во взаимодействие с некоторыми медикаментами, слабительными и мочегонными средствами, препаратами для лечения сердечных патологий, болезней почек, диабета. При приеме этих лекарств требуется проконсультироваться с врачом. Побочное действие яблочного уксуса. Яблочный уксус имеет ряд полезных свойств для здоровья, но при употреблении его в больших количествах или в неправильной форме может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов. Некоторые из них включают в себя раздражение пищевода. Употребление яблочного уксуса в больших количествах или в концентрированной форме может вызвать раздражение пищевода и желудка, что может привести к изжоге и болям в животе. Понижение уровня калия в организме. Излишнее потребление яблочного уксуса может привести к понижению уровня калия в организме, что может вызвать слабость, усталость и нерегулярное сердцебиение. Повреждение зубной эмали. Из-за высокой кислотности яблочного уксуса при его употреблении вовнутрь организма или использовании наружно, есть риск повреждения зубной эмали.
Взаимодействие с лекарственными средствами. Яблочный уксус может взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, поэтому важно проконсультироваться с врачом перед его употреблением. Аллергические реакции. У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на яблочный уксус, проявляющаяся в виде зуда, кожной сыпи или дыхательных проблем. Поэтому перед началом употребления яблочного уксуса важно проконсультироваться с врачом и следить за своим организмом, чтобы избежать возможных нежелательных побочных эффектов. Как выбрать яблочный уксус? При покупке яблочного уксуса обратите внимание на маркировку. Лучше всего выбирать органический уксус, который не содержит добавок и консервантов. Яблочный уксус должен быть прозрачным, без видимых частиц осадка. Оптимальное решение – купить уксус в стеклянной бутылке, чтобы можно было видеть его содержимое. Оцените цвет. Качественный яблочный уксус должен быть светло-золотистого цвета. Если уксус слишком темный, это может свидетельствовать о низком качестве или добавлении искусственных красителей. Попробуйте аромат, перед покупкой понюхайте уксус. Он должен иметь приятный яблочный запах, не должен иметь посторонних запахов или загрязнений. Удовлетворенность брендом. При выборе яблочного уксуса доверяйте проверенным брендам с хорошей репутацией и положительными отзывами. Как используют яблочный уксус для волос? Яблочный уксус можно использовать для ухода за волосами следующими способами. Кондиционер для волос. Смешайте 1-2 столовые ложки яблочного уксуса с 1 чашкой воды и используйте эту смесь в качестве кондиционера после мытья волос. Укрепление волос. Смешайте яблочный уксус с равным количеством воды и нанесите на волосы перед умыванием. Оставьте на 15-20 минут, затем вымойте волосы шампунем. Устранение перхоти. Растворите яблочный уксус в воде и растирайте в кожу головы. Оставьте на 15-20 минут, затем вымойте волосы. Блеск и мягкость волос. Добавьте несколько капель яблочного уксуса в бутылку с обычным шампунем и используйте его для мытья волос. Средство для расчесывания. Смешайте первую часть яблочного уксуса с 2 частями воды и используйте эту смесь для расчесывания волос. Она поможет снять статическое электричество и облегчит расчесывание. Помните, что перед использованием яблочного уксуса для волос лучше провести тест чувствительности, чтобы убедиться, что у вас нет аллергической реакции. От грибка ногтей. Яблочный уксус может быть эффективным средством для лечения грибковых инфекций ногтей. Он обладает антимикробными и антигрибковыми свойствами, что помогает бороться с возбудителями инфекции. Для использования яблочного уксуса от грибка ногтей следует разбавить его с водой в равных пропорциях и использовать для протирания пораженных ногтей несколько раз в день. Также можно замочить ногти в растворе уксуса и воды на несколько минут ежедневно. Однако перед использованием яблочного уксуса рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов и учитывая индивидуальные особенности организма. Кроме того, помните, что лечение грибковой инфекции ногтей может занять продолжительное время и требует терпения и регулярности в применении средств. Как приготовить яблочный уксус дома? Для приготовления яблочного уксуса вам понадобится 5-6 крупных яблок, 4 столовые ложки сахара, 1 литр воды и стерилизованная стеклянная банка. Инструкция по приготовлению: яблоки вымойте, обсушите и нарежьте на кусочки без семян, но с кожурой. Положите кусочки яблок в стеклянную банку. Разведите сахар в воде и залейте яблоки до верха. Поставьте банку в темное место при комнатной температуре на 3-4 недели. Время может варьироваться в зависимости от температуры и влажности. Периодически перемешивайте содержимое банки. Когда уксус готов, процедите его через марлю или сито, чтобы удалить кусочки яблок. Залейте уксус в стеклянные бутылки или банки и храните в прохладном месте. Готовый яблочный уксус можно использовать в приготовлении соусов, заправок для салатов, а также в различных рецептах приготовления блюд. Как отличить натуральный яблочный уксус от синтетического? Посмотрите на список ингредиентов на этикетке. Натуральный яблочный уксус должен содержать только один ингредиент – яблочное саклёвую с живым ульпич-дулюрю. Синтетический уксус может содержать химические добавки и усилители вкуса. Проверьте цвет и прозрачность уксуса. Натуральный яблочный уксус обычно имеет мутный, коричневатый цвет, в то время как синтетический уксус может быть более прозрачным и ярким. Оцените запах. Натуральный яблочный уксус имеет характерный кислый, острый аромат яблок, в то время как синтетический уксус может пахнуть более химически или искусственно. Обратите внимание на производителя. Известные бренды, специализирующиеся на натуральных продуктах, скорее всего, производят натуральный яблочный уксус.